Я Екатерина, в Делаваре действительно второй год. В Барселоне почти 2 года, с весны 22-го, довольно популярный такой способ сюда переехать в последнее время, да. Вот, я, кстати, архитектор тоже. Вот, мне кажется, у нас пока тут 2 дипломированных лицензий, правда, местной у меня пока нету, вот, и, возможно, не будет, возможно, скорее через партнерство видим более выгодную для себя работу. Вот. И, кстати, у меня в этом году появился IT-стартап на стыке архитектуры и IT, так что, в общем, есть такое уникальная такая особенность, да? Архитектор, который знает немного в IT. Вот. Сегодня я хочу рассказать про наш проект, которым мы сейчас занимаемся с партнерами. В этот проект мы приглашаем и партнеров, тех, кому это интересно, кто может чем-то нам помочь и так далее, и ищем инвесторов. Соответственно, проектом этим мы занимаемся уже довольно давно, и сейчас он находится на той стадии, когда уже практически все готово для того, чтобы начать настоящие активные действия. Итак, в общем-то, подготовительные слова сказала. Ну да, я изначально из России, из Москвы. В Москве у меня была своя архитектурно-консалтинговая компания. Она до сих пор продолжает действовать, но все меньше и меньше. И вот пришло время начинать настоящий бизнес здесь, в Барселоне. Вот, с мужем мы партнеры, мы изначально бизнес-партнеры, как бы впоследствии поженились и детей нарожали, но, в общем, первоначально, да, начали как бизнес-партнеры, продолжаем до сих пор. Вот. Сейчас бизнес, которым мы собираемся заняться, это сеть аутентичных отелей в Каталонии с планами развиться на всю Испанию, возможно, Португалию, юг Франции, а там уж кто знает, может быть и дальше. Вот, планку сверху себе не ставим. В чем суть этих отелей? Отели будут призваны познакомить гостей, туристов с духом места. Компания называется Alma Terra, то есть душа земли, душа места. При этом с высоким уровнем комфорта проживания, сервиса и так далее. То есть в чем отличие от многих существующих сетей, хотя, кстати, которые не особо обширно представлены в Каталонии, но тем не менее, мы создаем не какое-то капсульное решение, которое помещает гостя в такую одинаковую обстановку, неважно в какой части мира находится этот отель. А нам очень важно максимально погрузить в пространство, в котором расположен этот отель. То есть, например, сейчас мы запускаем сеть с 3 первых объектов. Один из них — это глэмпинг, про который я уже пару раз рассказывала в Делаваре, который находится в потрясающе красивом месте в предгорье Пиренеев. И мы проектировали этот комплекс таким образом, чтобы из каждого домика открывался вид на, соответственно, там, на горы и так далее. Вот, рядом находится потрясающее водохранилище, и мы максимально позволяем соприкоснуться с природой. Плюс в проекте глэмпинга, одном из 3, с которых начинается наша сеть, рядом находится довольно большое количество храмов романских XI века, которые характерны для этого региона. Ну, собственно, вот. Дальше, второй объект этой сети. Да, я страдаю, потому что не могу показать картинки. Здесь бы я хотела сказать, смотрите, это находится в 100 километрах от Барселоны, всего час 15, час 20 на машине, и можно смотреть на вот эту потрясающую красоту, находясь в своем домике. Да, что такое глэмпинг, я уже, как я уже сказала, рассказывала, поэтому некоторые меня слышали, но скажу еще раз, в чем особенность. Испанское законодательство позволяет делать глэмпинги не как просто палатки, а в них есть такой пункт, как бунгало. И оно не ограничено по размеру, а ограничено только количеством спальных мест, что позволяет строить достаточно такие, ну, скажем так, капитальные домики, которые сдавать по соответствующей цене. То есть не как вот сейчас существующие кемпинги в Каталонии, большинство выглядят как такие
ой, не знаю, дачные, гаражные кооперативы, которые мы видели у себя там в России раньше, возможно, они, по сути, похожи на бытовки, которые сдаются около 100 евро за этот домик и так далее. И еще и проблема существующих кемпингов заключается в том, что хочешь спасти ситуацию? Придется представлять потрясающие афреймы, домики на ножках, на деревьях и так далее. В общем, можете поверить. На самом деле я чуть-чуть подготовилась в тот момент, когда я узнала, что презентации не будет. Мы успели сделать вот такую штуку с QR-кодом, где есть сайт, на котором есть картинки, поэтому потом можно взять и посмотреть. Вот, описание проекта и так далее. Вот здесь как раз аватар этих 3 проектов. Вот. Соответственно, проект глэмпинга, он называется Альма-Ноу, потому что Ланоу де Бергеда — это название локации, где он будет расположен. Следующий объект, про который я вам сейчас расскажу, покажу невероятные красоты, находится в городе Бесалу. Я думаю, что плюс-минус все знают этот город, потому что это туристическая мекка. Это дом 17-18 века, который расположен прямо в историческом центре, около одного из 2 соборов, которые есть в этом городке. Соответственно, собор XI века, там есть еще собор X века. Ну, в общем, это прям вот самый-самый центр. И объект, который мы там проектируем, это такая городская вилла, которая некогда принадлежала местному врачу, состоит из 3 этажей. И что уникальное для этой локации, я бы показала, но не могу, что у этой виллы есть свой сад. То есть Бесалу — это, в принципе, очень такой летом особенно жаркий городок, можно сказать, что каменные джунгли, ну только средневекового образца. Вот, в этой локации есть еще потрясающей красоты такой райский сад. На самом деле, прям вот можно так и назвать, потому что этот райский сад стоит прямо вот рядом с собором, и получается, что колокольня, она как раз видна из этого сада. Вот, в этом здании мы планируем сделать бутик-отель на 12 номеров с рестораном. Бесалу ресторан — супер популярная история, не зря там, я точно не знаю, но говорят, что один мишленовский ресторан, кто-то, ну, со звездами, да, Мишленов, кто-то говорит, что возможно больше, но тут я точно не знаю, но точно известно, что даже в мертвый сезон в Бесалу полно туристов. Вот мы ездили вот сейчас всю зиму туда на всевозможные встречи с Алтамьенто и прочее, пока согласовывали свой предпроект, обсуждали возможность сделать там отель и так далее, ну и каким будут наложены ограничения или нет. Ну, в общем, посмотрели этот город вне сезона, и не сезон там не совсем глухой, как это бывает в других каталонских городках, что внушает надежды. Вот, да, забыла рассказать, ну ничего страшного, расскажу сейчас. В чем суть погружения туристов и гостей в колорит местности и вообще как мы это делаем? Мы хотим это делать не просто через то, что мы разместили дома там, где надо, или здания, отели и так далее, но еще и через интерактивное погружение. То есть это не просто экскурсии, но и возможность всенепременно соприкоснуться. То есть, например, с тем же самым Бесалу, который является исторически такой рыцарской, там проводят рыцарские турниры и прочее, ну и вообще, кто видел в этом городе, знает. Тут картинки, на которых изображен этот известный мост и крепостные стены и так далее. В общем, довольно много посвящено рыцарской тематике, в частности, лучники и конные прогулки и так далее. Мы, например, хотим предложить своим гостям возможность провести несколько дней на обучении езде на лошадях и, например, стрельбе из лука. Ну и, в общем, вот такие вот программы в большом количестве. В глэмпинге, например, у нас будет гончарная мастерская, где гости могут не только, не знаю, там, отдыхать на природе, но еще и получать такую терапию через арт с глиной и прочее. Ну, в общем, вот такие вот концепции, конкретно и подробно, более маркетинговая стратегия написана на сайте, в презентации, вот вы это посмотрите, если захотите потом.
И последний объект из этих трех, которые будут открывать нашу сеть, это вилла в Яйсе. Это недалеко от Триполи. Есть потрясающие места также в предгорье, ну, в горной местности. Там место с заповедными дубовыми лесами, но как бы сам участок, который мы предусматриваем для реализации нашего комплекса, он с разрешением на работы. Значит, участок представляет собой 150 гектаров леса, 10 гектар сельскохозяйственных полей, на которых впоследствии можно будет поставить домики под глэмпинг, но главное, это там находится вилла, история которой начинается с XIV века, и она была в несколько этапов достроена, и последняя часть, она начала XIX века, с огромным залом, расписанным и украшенным лепниной, абсолютно уникальный объект для Каталонии. Мы, когда подбирали эти объекты, мы посмотрели более 50 массий, и это поистине уникальная. Высота потолков в этом зале более 6,5 метров, но это большой зал. Посмотрите, это правда впечатляющее зрелище с террасой, с арками и прочее. И прямо рядом с этим объектом стоит замок X века, который, например, сейчас является туристическим объектом, и он забронирован полностью на все дни, прямо до осени. Вот мы едва смогли забронировать свободные даты вот на март и на май, по 2 даты, просто для того, чтобы, ну, собственно говоря, мы хотим, в мае, кстати, мы будем организовывать выезд туда, в замок, уже как инвестиционный тур, поэтому, кому будет интересно, можете потом написать. Ну, а в марте ездили сами, чтобы просто все подготовить и выяснить. Вот, соответственно, объект в Яйсе это будет зона, отель, в котором можно проводить ретриты, корпоративные выезды, мероприятия типа свадеб и так далее, потому что он располагает не только большим залом внутри, но еще и большим навесом, который в настоящий момент служит пристанищем для овец и коз, но в реальности имеет панорамные виды и довольно красивую архитектуру, ну, в смысле, она достаточно простая, но при этом с учетом расположения очень впечатляющая, инстаграмная и пинтерестная. Вот, если можно так выразиться, про каталонскую архитектуру. Вот, соответственно, в самом здании размещается около 50 человек, причем, наверное, сейчас я не буду рассказывать конкретно про то, как будет реализован этот проект. Я думаю, что кому будет интересно, можно встретиться уже как бы в формате нетворка или посмотреть, опять же, на сайте. Вот, но можете поверить, объект действительно потрясающий. Соответственно, есть сама вилла, рядом с виллой есть еще несколько зданий, которые также будут реконструированы под отель. В лесу есть руины 2 зданий, хотя это место заповедное, где, по идее, новое строительство запрещено. Если у руины есть стены определенной высоты, и оно сохранено в исторических записях, то его можно восстановить. Соответственно, в этом тоже есть большой потенциал. Ну и что еще могу сказать про эти объекты? Все они по расчетам призваны показать хорошую доходность от 35 до 40% на вложение. Вот. Опять же, за более подробным предложением предлагаю обратиться. Вот там будут QR-коды, с которых это можно сделать. Если у кого-то сейчас есть какие-то вопросы по поводу концепции, я с удовольствием расскажу. Я старалась сжать все. Мне, правда, не очень комфортно без презентации, поэтому прошу прощения. И я рассказываю первый раз про этот проект. До этого я рассказывала только про глэмпинг, сейчас уже рассказываю про все. Наверное, вот что я еще хочу сказать. Я хочу сказать про то, на какой стадии сейчас это все находится. Вот эта вилла, про которую я рассказывала последняя, сейчас мы подписываем АРС, то есть уже получены все согласования. Мы по всем 3 объектам уже получили предварительное одобрение от Аутамьента на то, что там можно реализовать тот проект, который мы хотим. Это касается и глэмпинга, и 2 других отелей. Мы узнали, получили предварительное предложение по стоимости проектных работ. Соответственно, мы будем обращаться за лицензированными проектами к местным архитекторам. Как бы сами мы
с партнером архитекторы, но не имеем здесь лицензии, ну и соответствующего опыта, поэтому будем обращаться за этим к местным реставраторам и так далее. Соответственно, мы узнали уже стоимость на все эти услуги и так далее. Ну и, в общем-то, нам сейчас осталось запустить весь этот процесс. Я думаю, что это случится в самое ближайшее время, поскольку, по крайней мере, на один объект аванс уже, как это называется-то, когда уже процесс запущен, обратного хода уже не будет. Вот, поэтому, поэтому буду держать вас в курсе. Главное начать, как говорит Михаил Сергеевич. Типа того, да. Вот, начато. Сегодня я не планировала рассказывать про стартап, но немножечко расскажу. Ну, мне как айтишнику это больше всего интересно. В нашей деятельности мы очень часто упаковываем архитектурные проекты для привлечения инвестиций. Кстати, это же делаем мы сейчас с проектом глэмпинга, глэмпинга, отелей и так далее. Для того, чтобы привлечь инвестиции в проект, нужно его правильно презентовать. Он должен быть понятным для будущих инвесторов. Вообще, это действительно большая проблема для архитекторов, строителей, да и вообще любых представителей бизнеса, что они зачастую, имея прекрасную идею, не могут ее хорошо презентовать. Так вот, архитекторов и строителей это касается в исключительной степени. И мы в своей практике много упаковывали проекты для демонстрации заказчикам либо инвесторам. И в последнее время стали очень активно пользоваться искусственным интеллектом для этих целей. Тот же самый Midjourney, Fabry и даже ChatGPT для создания пояснительных записок и описаний. Эти инструменты нам не подходят для создания реальных проектов, потому что там мы уже углубляемся в настоящее творчество, в создание концепции, которая отражает и место, и заказчика, и так далее. Но когда мы делаем презентации для привлечения инвестиций, когда это быстрая концепция, но она сразу должна выглядеть очень ярко, сочно и вкусно, мы много пользуемся искусственным интеллектом. И у нас уже выработалась такая подборка сетей, которыми мы пользуемся, и также присутствуют пробелы, где нет достаточного инструментария существующих нейронок, чтобы наши потребности реализовать. Ну и больше того, использовать 5 нейронок отдельно или все это собрать в единый продукт, упаковать и пользоваться, это, собственно, идея нашего стартапа. То есть мы сделали стартап, который называется Архибитат, который позволяет, пройдя опрос с искусственным интеллектом, пообщавшись, как можно сказать, с ассистентом, упаковать свой проект, то есть загрузить туда всю необходимую информацию. Ну и, собственно, вот сейчас уже свой реальный проект в отельном